Здравствуйте, друзья! В этом уроке мы с вами рассмотрим еще одну штатную интеграцию системы управления Home Assistant, которая называется Manual Alarm Control Panel, предназначенную для создания системы домашней сигнализации. На примерах разберем, как ей пользоваться и что она может, а также сделаем контрольную панель для постановки и снятия с охраны на базе логического беспроводного выключателя, а в качестве визуального контроля применим управляемую лампочку с цветным режимом работы. Перед тем, как мы начнем, прошу вас подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше, и поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти как можно больше людей, которые интересуются темой умного дома. Давайте посмотрим, как выглядит работа этой интеграции. Согласно ее названию, это контрольная панель сигнализации, которая так и выглядит в интерфейсе: цифровая клавиатура и окошко для ввода пин-кода, кнопки для постановки и снятия на охрану. Режимов охраны может быть много. Кроме базового «не дома», режим «дома», «ночной», «отпуск», «пользовательский». В этом уроке рассмотрим только базовый «не дома». Сигнализация ориентируется на сработку одного или нескольких датчиков: движения, открытия, вибраций. Их количество не ограничено. В уроке рассмотрим датчик входной двери, по такому же принципу используются и другие. Начнем. Сигнализация отключена, входная дверь закрыта. Перед уходом нужно активировать сигнализацию. Включается режим постановки на охрану, его время задается в настройках. За это время нам нужно успеть уйти. Далее включается режим охраны. Кто-то пришел, входная дверь открылась. Сигнализация включает режим перехода на охрану, его время тоже задается в настройках. За его время нужно успеть ввести пин-код и снять с охраны. Если пин-код правильный, сигнализация отключается. Второй вариант – некорректный пин-код, который система не принимает, или не вводить его вовсе. После того, как заканчивается время, включается тревога. Это логическое событие, которое нужно обрабатывать в автоматизации. Эта интеграция на момент создания видео создается в ручном режиме. Либо в основном конфигурационном файле Configuration YAML, этот пример описан в официальной инструкции, либо, как у меня, в отдельном файле Package. Ссылку на текстовую версию со всем, что показано в этом уроке, вы найдете под видео и сможете использовать у себя в системе. Сначала нужно объявить название интеграции. В Package оно занимает верхний уровень вложенности, выше только название самого пакеджа. В Configuration YAML нулевая вложенность без пробелов с левой стороны. Затем объявляется платформа «Ручная» и название для этой панели. Я оставил то же самое, что предлагается в примере из официального описания. Далее строка пин-кода. Его я тоже не менял, оставил для примера 1, 2, 3, 4. Он применяется как при ручном вводе, так и при передаче команды снятия сигнализации из автоматизации. Этот параметр отвечает за длительность между постановкой и переходом в режим охраны. Время в секундах от нажатия на кнопку «Охрана» или включения его из автоматизации до непосредственно включения режима охраны. Этот период – задержка между сработкой охранного сенсора, в моем случае датчик двери, и включением тревоги. За это время нужно успеть ввести пин-код или деактивировать сигнализацию через автоматизацию. Это не обязательный параметр, и по умолчанию он включен. В этом случае требуется ввод пин-кода и при установке на охрану. Пригодится, если дома есть маленькие дети. Я отключил, и у меня активация сигнализации не требует кода. Это время, которое сигнализация будет находиться в статусе «Сработка при включении тревоги». Установлено 5 секунд, но тут стоит понимать, что это всего лишь событие, по которому вы уже сами настраиваете автоматизации, которые будут делать все то, что вам нужно в случае тревоги. Если нужно, чтобы тревога работала постоянно, нужно ставить 0. И последнее – это состояние отключенной сигнализации, в которую она перейдет после того, как будет введен правильный пин-код или команда на отключение из автоматизации. После добавления кода панели сигнализации нужно проверить конфигурацию системы и убедиться, что ошибок нет. После этого перегружаем Home Assistant для применения всех настроек. Панель сигнализации – это такой же объект в системе, как, например, сенсор температуры, и может иметь различные состояния. Тут я специально продублировал ее на отдельной карточке объектов, где она отображается просто в виде строки с состоянием. Также я добавил сюда цветную лампочку, которая будет реагировать на смену этих состояний. Сейчас она снята с охраны, лампочка выключена.
Постановка на охрану перед уходом. Лампочка реагирует и включается неярким желтым светом. Теперь мы знаем, что можно уходить. Цвета, естественно, выбираете те, которые хотите. Далее включается режим охраны. Лампочка подтверждает его неярким темно-красным светом. Он отключается через 10 секунд. Сработал датчик двери. Включается задержка для ввода пин-кода. Лампочка включается фиолетовым. Если введенный пин-код принят системой, происходит снятие с охраны, что подтверждается зеленым светом лампы. А что будет, если пин-код не введен или введен неправильно? После завершения ожидания включается тревога, лампочка на нее реагирует ярким красным. Если установлен интервал сработки, то сигнализация вернется в режим охраны, но автоматизация уже отработала. Теперь посмотрим, как это все выглядит в коде. Для отработки статуса сигнализации я сделал отдельную автоматизацию, код вы найдете в текстовом файле, ссылка в описании. Для облегчения понимания я пошел по пути создания множества триггеров на каждый статус сигнализации. Это не единственный путь. Лично для себя я сделал бы по-другому. Один единственный триггер, который реагировал бы на любое изменение состояния этого объекта. Но так, мне кажется, будет проще объяснить. Этот триггер реагирует на статус постановка на охрану, в котором сигнализация находится в промежуток между ее активацией и непосредственно переходом в режим охраны. Для каждого триггера я сделал свой ID, по которому и буду дальше определять действия. Это статус режима охраны не дома. Напомню, таких режимов можно сделать несколько. Дома, ночной, отпуск. Каждый будет иметь соответствующий статус, который можно отрабатывать по отдельности. Этот триггер реагирует на режим ожидания после сработки контрольного сенсора, перед снятием с охраны или сработкой тревоги. Как настраивать эту длительность я показал чуть раньше. Если пин-код введен верно, сигнализация переходит в режим снятия с охраны и находится в нем до тех пор, пока снова не произойдет ее активация. И триггер на сработку сигнализации. Вот по нему надо включать тревогу, сирены, отправлять уведомления и фото с камер на почту и в Telegram, звонить в полицию и так далее. Все, на что способна ваша фантазия. А вот и раздел действий, в котором применен селектор условий. Тут я использую ID, который я присвоил триггерам. А если сделать один общий триггер изменения состояния панели сигнализации, сами состояния можно разбирать тут. Действие. Включение лампочки с разными цветами, какой именно цвет выбираете сами. На промежуточных состояниях, типа постановки на охрану или ожидания пин-кода, я просто включаю лампочку с определенным цветом. На фиксированных состояниях, таких как режим охраны, лампочка после светового подтверждения состояния выключается, в данном случае через 10 секунд. Еще одно промежуточное состояние ожидания пин-кода. Сигнализация после него переходит либо в снятие с охраны, либо в тревогу, поэтому в этом блоке я не прописываю отключение лампочки. Если все в порядке и установился статус снято с охраны, то после подтверждающего зеленого света в течение 10 секунд лампочка отключается. А это самый нехороший блок сработка сигнализации. Для примера я сюда поставил только красный свет на полной яркости, но в реальном применении нужно будет хорошо подумать, что можно сделать силами умного дома в случае такой ситуации. Вот еще пример включения сигнала полицейской сирены на втором шлюзе Xiaomi. Можно отдельно купить мощную сирену с питанием от 220 вольт, например, или с расчетом на использование от аккумуляторов на 12 вольт. Сюда же нужно добавить оповещение в мессенджеры или почту и так далее. Естественно, возникает вопрос, можно ли автоматизировать управление контрольной панелью? Конечно, да. Вот пример автоматизации для базового управления. Тут я использую логический шестиклавишный выключатель Aqara Opal, но подойдет совершенно любой, который генерирует события типа нажатия на клавишу. В частности, однократное нажатие на шестую клавишу я буду использовать для постановки на охрану. Это мой контрольный сенсор, датчик двери, по которому сигнализация включает режим ожидания ввода пин-кода. Если у вас таких датчиков несколько, тоже добавляйте их сюда, движение, вибрации и так далее. Для снятия с охраны в этом примере я тоже использую выключатель Aqara Opal, двойное нажатие на шестую клавишу. Как обезопасить этот момент, я расскажу чуть далее в этом видео, пока разберемся с логикой. Селектор условий. Первый блок сработает по ID триггера, в котором у меня одиночное нажатие на клавишу, а сигнализация находится в режиме «снято с охраны». В этом случае срабатывает сервис ARM-Away, режим сигнализации не дома. Для других режимов это будет соответственно ARM Home, ARM Night и так далее. Ниже указываем название объекта панели сигнализации.
Следующий блок – сработка контрольного датчика, который у меня указан в триггере с этим ID. Также тут есть второе условие – режим сигнализации охрана не дома. Для других режимов можно соответственно создавать свои отдельные действия, а также реагировать на разные датчики. Тут запускается сервис, который переводит сигнализацию в режим ожидания снятия с охраны. И следующий ID относится к триггеру, на который я поставил двойное нажатие на клавишу выключателя. Он передает пин-код панели, тем самым отключая ее. Проверим. Сюда я вывел сенсор Action своего выключателя. Одиночный клик и сигнализация переводится в режим постановки на охрану. Суть этого всего заключается в том, что вам не нужно думать, как организовать панель управления сигнализацией возле двери, вешать планшет на стену или устанавливать всем домашним приложения на телефон и учить пользоваться. Все решается при помощи одного неприметного выключателя. Теперь снятие с охраны. После открытия двери двойным кликом на шестую кнопку панели передается пин-код, который снимает ее с охраны. Снимать сигнализацию с режима охраны просто нажатием на клавишу не очень безопасно, поэтому я решил сделать из него ту же самую панель ввода пин-кода, используя разные типы нажатий в определенной последовательности. Для этого я создал 4 виртуальных переключателя, а не справа. Кроме этого еще 5 шаблонных сенсоров, которые нужны для соблюдения последовательности. Сейчас все 4 ключа выключены, активен бинарный сенсор с названием 0. Этот сенсор является условием для открытия первого ключа, код мы сейчас разберем. После его активации включается следующий сенсор, это позволяет открыть следующий ключ. Если все делается правильно, то открываются по очереди все виртуальные переключатели, которые по сути своей заменяют цифры пин-кода. Когда откроются все 4, активируется последний сенсор, он-то и будет являться тем событием, который снимает сигнализацию с охраны. Дополнительно я добавил таймер, который ограничивает время для ввода правильного пин-кода и сбрасывает все ключи через 10 секунд. Вот как это работает. Открывается дверь ожидания ввода пин-кода. Нажимая клавиши на выключателе в нужной последовательности, я открываю по очереди все ключи, и последний сенсор снимает сигнализацию с охраны. По истечении таймера все ключи сбрасываются. Все объекты я создаю в паккадже, так их удобнее использовать в качестве шаблона и не нужно искать по разным местам. 4 ключа – это input boolean, виртуальные переключатели. Таймер тоже объявлен, тут по умолчанию имеет длительность 10 секунд. Ее я использую в автоматизации. Это время, за которое нужно успеть сделать все нажатия. И основной момент – логика, которая позволяет соблюдать правильную последовательность нажатий. Она организована на шаблонных бинарных сенсорах. Я делал подробное видео по шаблонам, ссылки оставлю в описании. Это нулевой сенсор, он будет активен только в том случае, когда все 4 ключа находятся в состоянии выключено. Он является условием для включения первого ключа, чуть дальше покажу подробнее. Дальше идет первый сенсор, он будет активен, когда включен первый ключ и выключены все остальные, это условие для второго ключа. Соответственно, второй сенсор включается при активации второго ключа. Таким образом достигается соблюдение правильной последовательности ввода пин-кода. Третий сенсор аналогично. А когда все ключи и виртуальные переключатели будут включены, тогда активируется четвертый сенсор. Вот он в автоматизации и является триггером для снятия с охраны вместо двойного нажатия на шестую клавишу выключателя. Теперь рассмотрим автоматизацию, которая и управляет всеми этими ключами. Логика тут довольно простая. Триггер – это последовательность нажатий, причем порядок имеет роль. В этом примере нужно начать с одиночного нажатия на первую клавишу, потом двойное нажатие на нее и точно так же на вторую клавишу. Для изменения просто меняете название событий как вам нужно, привязка идет к ID триггеров. Тут тоже используется селектор условий. При нажатии первой клавиши кода проверяется состояние нулевого сенсора, все ключи должны быть в состоянии выключено. Если это соблюдается, тогда включается первый ключ и соответственно активируется первый сенсор. Далее по порядку. Если будет нажата вторая клавиша кода и будет включен первый сенсор, то есть активен первый ключ, а с 2 по 4 выключены, тогда включается второй ключ, который активирует второй сенсор. Таким образом, включение каждого из ключей возможно только по очереди с 1 по 4, иначе автоматизация будет игнорировать эти нажатия. Соответственно, при событии, соответствующему триггеру с 4 ID, включается последний ключ и активируется сенсор, который снимает сигнализацию с режима охраны.
Дополнительно я сделал еще одну автоматизацию, которая ограничивает время ввода пин-кода, или точнее говоря, правильной последовательности нажатий на выключатель. Тут есть два триггера, тоже со своими ID. Первый реагирует на любое изменение сенсора Action выключателя, какая бы клавиша ни была нажата. Второй сработает при завершении таймера, который в моем примере длится 10 секунд. Первый блок в селекторе условий отвечает за запуск таймера. Важный момент. Для этого нужно не только нажать на одну из клавиш. Сам таймер должен находиться в состоянии бездействия. Если этого не сделать, то каждое последующее нажатие будет просто перезапускать таймер, смысл его использования теряется. Второй блок сработает в момент завершения таймера и сбросит все 4 ключа. Это используется не только чтобы усложнить ввод кода, но и просто для сброса ключей input boolean, которые по умолчанию должны быть выключены. Что касается практической реализации. Пин-код запомнить несложно, но для него надо придумать, как расположить возле входной двери экран или устанавливать всем домашним на телефон приложение Home Assistant. Выключатель установить намного проще, тем более беспроводной, но как запомнить все эти одиночные двойные и тройные нажатия? Для теста в этом видео я использовал 6-клавишный выключатель Aqara Opal, но учитывая то, что каждая клавиша может отдавать по 5 событий, достаточно будет и 4-клавишной. При этом хватит и 3 событий на каждую, 1, 2 и 3 нажатия. Каждый вариант нажатия – это цифры, для удобства можно подписать их прямо на кнопках. Одно нажатие на первую клавишу – 1, 3 нажатия на вторую – 6, 2 нажатия на третью – 8. Таким образом, код, который я сделал в этом видео для ввода с клавиш – 1, 2, 4, 5. При этом еще остается 2 незадействованных события на 4 кнопке. Их можно использовать для постановки на охрану и, например, для управления освещением. В каком именно порядке решайте сами, как будет удобно. Но запомнить 4 цифры будет точно проще, чем последовательность нажатий. В этом уроке мы с вами разобрались с базовыми возможностями интеграции ручной панели сигнализации в Home Assistant, о ее использовании и управлении через автоматизации, а также я показал пример, как можно сделать цифровую панель для ввода пин-кода при помощи обычного логического выключателя Aqara Opal. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании вы найдете все необходимые ссылки на текстовые файлы интеграции, на обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, а также мой телеграм-канал, страницу в Facebook и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!